3 августа на станции метро Трубная всех молодых мужчин подряд отводили в линейное отделение и вынуждали подписать уведомление о незаконности участия в несогласованных митингах. Переключили на другую точку. Полицейские на мой вопрос о Конституции, гарантирующей гражданам право собираться, сказали, что есть же еще московские законы, обязывающие согласовывать митинги с органами власти. И я не стал объяснять им, что обязанность получать согласие органов власти на то, на что граждане имеют право, это как если бы ключи от вашей квартиры были не у вас, а у консьержки на 1-м этаже. И когда властям нужна ваша квартира, вы отправляетесь ночевать к знакомым. Тогда уж следовало бы добавить, что преступниками являются не граждане, которые сейчас вышли на улицы, пользуясь своим гражданским правом, а те, кто принимают законы, обязывающие свободных граждан получать чьи-то разрешения. Впрочем, это только соучастники-исполнители преступления, а настоящие преступники – это те, кто предписывает этим законодателям в кавычках, какие законы принять. Сначала казалось, что народу вышло немного, но очень скоро это ощущение прошло. Зато относительно полицейских разных мастей сразу было видно, что недостатков в них нет. Да, вот после холодильник, тогда можно печь что-то. Или вместо зарплаты. Мы тоже придете и пойдем. Их можно найти, надо подать их. Не сразу. Парламент. Этому митингу предшествовало рекордное количество предупреждений о предстоящих жестких мерах по его разгону и подавлению. Граждане, которые сейчас у меня в кадре, пришли, отдавая себе отчет в высокой вероятности сначала попасть в автозак, потом в камеру, а потом быть оштрафованными на крупные суммы, а то и получить срок. Как очень точно подметил мой друг Александр Ярин, это не чтобы себя уважать, а чтобы себя не уважать. Позор! 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 Общую численность вышедших оценить трудно, учитывая обширную территорию, на которой проходил этот протестный выход. Однако заявление полиции, задержавшей, как стало известно вечером, более 800 человек, о том, что задержан каждый 3-й участник, несомненно лживы и предназначены дополнительно запугать москвичей ввиду возможных следующих несогласованных акций. Эту же функцию запугивания имеет жесткая форма задержаний, когда людей хватают, выворачивают им руки и тащат, держа за руки и за ноги. Именно так задерживали Любовь Соболь. Отдельно следует отметить, что в последнее время протест радикально помолодел. Сегодня, в субботу 3 августа, московские власти в срочном порядке организовали музыкальный фестиваль, очевидно для того, чтобы отвлечь туда молодежь. И некоторые исполнители, заявленные там, сообщили, что это было сделано без их согласия, и участвовать в этом фестивале они не будут. Алексей Кортнев отказался стать ведущим фестиваля по этическим причинам, а лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский также отказался от участия, сказав, что музыка должна объединять людей, а не разъединять их. Женский голос из громкоговорителей сообщал гражданам, что вас охраняют солдаты срочной службы, ваши сыновья. И власти оппозиции действуют, подчиняясь законам раскручивающейся спирали насилия. Ах, вы так, а мы тогда так. Это похоже на грузовики, несущиеся друг другу навстречу, как в фильме «Красная жара». Имеет смысл вспомнить о том, что московские власти согласовали 100-тысячный митинг 10 августа, несомненно, с целью убедить людей не выходить на улицу сегодня, 3 числа. Но сделано это так, якобы одним из заявителей митинга является Шендерович, без указания, что речь идет о его никому неизвестном однофамильце, что множеству людей будет противно выходить в разрешенный день. Вполне вероятно, что это сделано умышленно для того, чтобы, когда никто туда не придет, можно было сказать, что все эти протестующие бузатеры, которым лишь бы беспорядки нарушать,
почему и не надо вообще на них обращать внимание. Сколько людей догадаются выйти на улицы, несмотря на это, чтобы сломать правила игры, увидим через неделю.